дорогие зрители! Я всегда стараюсь, чтобы мои выпуски были интересными, придумываю что-то новенькое, интересненькое. Вот сегодня как раз такой случай. Я хочу в этом выпуске вам показать еще один способ. В этом видео мы будем оформлять и декорировать вот этот тортик. Как вы видите, он в нежных пастельных тонах. И вот такая замечательная, красивая, большая бабочка. Но здесь есть маленький секрет. Надеюсь, что вам моя идея очень понравится. Ну и пользуясь случаем, хочу пригласить вас подписаться на канал Тортомания. Впереди еще будет много интересных выпусков. Канал Тортомания был совсем недавно подключен к программе спонсорства. Если у вас есть возможность и желание, если вам мои видео приносят пользу, и вы получаете для себя нужную и полезную информацию, то приглашаю вас также принять участие в поддержке канала Тортомания. Все ссылки есть в описании под видео. А я, в свою очередь, для вас буду стараться выпускать новые, интересные и полезные выпуски. Надеюсь, что этот выпуск вам понравится и желаю приятного просмотра. Для покрытия торта я использовала очень вкусный крем, в составе которого есть творог, шоколад, масло. Ссылка на этот крем есть в описании под видео. Сначала мы подготовим элементы декора для фактурной композиции под бабочку. Для таких мелких элементов я использовала мини-молды. Вы можете взять любые молды, которые есть у вас, но только вот с такими мелкими элементами. Здесь есть мини-цветочки, есть вот такие всякие ажурные и узорные элементы. Я их потом буду делить на части. А для декора будем использовать очень вкусный материал. Это шокомасса, может быть шоколадная мастика или пластичный шоколад. По-разному называется. Этот материал идеально подходит для такого декора. Сначала сделаем мини-листья. Отщипываем небольшой кусочек и скатываем небольшую катульку наподобие зерна. Для моей композиции мне понадобилось где-то до 10 штук. После этого берем просто пальцем и расплющиваем. Делаем вот такие лепешечки. И теперь обрабатываем вайнером, наносим текстуру листка. Все, вот у нас получаются такие мини-листочки. Выкладываем на поднос, здесь будем собирать все элементы декора. Теперь поработаем с 3D молдом. Это мини-георгин. Тоже скатываем небольшой шарик и вкладываем внутрь. Делаем сразу 3 штуки. Хорошенько нужно уплотнить внутри, чтобы шоколадное тесто заполнило все пустоты и был хороший отпечаток. Но этот 3D молд мы будем ставить в морозильную камеру. На 5 минут достаточно, потому что по-другому мы его не вытащим. Еще один вариант. Нам нужны будут вот такие разные завитушки красивые. Этот молд также наполняем шоколадным тестом. Здесь немного посложнее, потому что завитушки очень тоненькие. Шоколадное тесто нужно очень аккуратно вложить вот именно по узору в пустоты. Здесь используем дополнительные инструменты, кондитерский нож пластмассовый. Все хорошенько впрессовываем, чтобы шоколадное тесто было только по линии узора. Все лишнее убираем. Вот эти 2 молда ставим в морозильную камеру на 5 минут. После морозильной камеры сам декор легко вытаскивается из форм. Декор не деформируется, так очень удобно работать. Сразу после этого можем закладывать следующий и снова ставить в морозильную камеру, если нужно вот таких элементов больше. Именно вот этот шоколадный узор не буду использовать весь целиком. Я буду его разрезать на части и использовать вот отдельные завитушки. Еще один способ. В этом молде мы будем использовать только мелкие цветки для количества и разнообразия. Но здесь в морозильную камеру уже ставить ничего не нужно. В этом молде цветочки делаются сразу. Итак, я вам показала разные молды и как с ними по-разному работать. У меня получился целый подносик элементов для моей композиции. Посмотрите, здесь очень много разных мелких цветов и один комплект узоров. После того, как мы приготовили вот эти элементы, нужно затонировать. Здесь использую воду, развожу сухой розовый краситель и добавляю диоксида титана. Делаю такой светло-светло-розовый.
С помощью очень мягкой кисточки, кисточку смачиваем сначала и потом хорошо отжимаю. Теперь влажной кисточкой прохожусь по всем элементам. И не закрашиваю полностью, а вот только наношу тон, как бы, тонируем. Оставляем наши приготовленные элементы декора вот так прямо на подносе, пускай ждут нужного момента. Ну а мы переходим к изготовлению бабочки. Для изготовления крыльев бабочки нам нужна рисовая бумага. Такая бумага бывает разная, бывает квадратная, бывает круглая, продается в магазине для кондитеров. Для одной бабочки мне как раз понадобится один круглый лист. Я его разрезаю на 4 части. Сначала ровно пополам, а потом разрезаю на большую часть и меньшую. То есть вот эти 2 части пойдут на большие крылья, а вот эти меньшие части пойдут на маленькие крылья. Вот из этих 4 частей мы будем делать крылья для бабочки. Теперь нам нужна обычная вода и вот такая поролоновая губка. Перед работой губку нужно продезинфицировать, либо обработать ее спиртом, либо хорошо постирать хозяйственным мылом. Смачиваем в воду и хорошенько отжимаем. Губка должна быть влажная, но не сильно мокрая. Увлажняем крылья сначала с одной стороны, а потом с другой стороны. Высушиваем до того момента, когда они перестанут липнуть к пальцам. Чтобы ускорить процесс, мы можем использовать дополнительно фен, но на низких температурах. Вот 2 минутки можем просушить, а потом все равно оставляем, чтобы крылья подсыхали в обычной среде. Крылья я оставила на 40 минут. Крылья не высохли полностью, но они уже, вот бумага уже не липнет к пальцам. Значит, мы можем продолжать работать. Дальше для работы нам понадобится трафарет. Обратите внимание, какой у меня. Здесь вот такие красивые как бы листья. Если у вас есть что-то похожее, то вот такой именно трафарет подходит лучше всего. Для нанесения рисунка на крылья бабочки я использовала крем на плавленных сырках. Для трафаретного рисунка этого крема нужно совсем немного, поэтому я рекомендую вам приготовить 1/4 от порции в рецепте. То есть на 1 плавленый сырок. Этого будет достаточно. Для крема нам нужны вот такие ингредиенты. Вначале растопим шоколад, так как нужно, чтобы он еще немного остыл. Плавленые сырки должны быть комнатной температуры. Добавляем сюда пудру. И теперь с помощью миксера нам нужно разбить плавленые сырки. Теперь мы сюда добавляем сметану. Смешиваем миксером. Сметана нужна для того, чтобы была хоть какая-то влага для окрашивания. Теперь по желанию добавляем ванилин и также добавляем сюда уже шоколад. Шоколад у нас уже остудился. И если в градусах, то это приблизительно где-то 31-32 градуса, 30 градусов. Вливаем сюда часть шоколада и смешиваем. И добавляем следующую порцию. Таким образом вводим сюда весь шоколад. Ну и завершальный процесс. Это нужно еще пробить вот этот крем либо блендером настольным, либо ручным блендером. Сразу после приготовления можно его использовать для работы. Лучше его хранить, конечно, всегда под пленкой, либо в закрытом контейнере. Прикладываем трафарет
к одному крылу бабочки. Вот смотрите, я присматриваюсь, как лучше ляжет рисунок. По форме крыла берем небольшое количество крема. Лучше всего использовать маленькие мастихины и выкладываем тонким слоем. Хорошенько разравниваем, снимаем трафарет, рисунок остается. А мы продолжаем. Таким способом наносим крем на все 4 крыла. Чтобы крем стабилизировался, оставляем в таком вот положении крылья на 30-40 минут. После этого будем крепить шпажку, поэтому снимаем крыло с рабочего места и перекладываем на чистую поверхность. У основания крыла снимаем крем, немножко дополнительно увлажняем, ждем несколько секунд и ставим шпажку. Теперь вот пальцами зажимаем. Крыло у нас немножко у основания собирается. Зажимаем рисовую бумагу вокруг шпажки, так чтобы шпажка хорошо закрепилась на рисовой бумаге. Таким образом крепим шпажки на все 4 крыла. Аккуратненько расправляем крылышки, вот так кладем ровно. Когда будут подсыхать, вот именно так все и зафиксируется. И теперь делаем такие маленькие наклоны шпажки. Это нам поможет, когда мы будем формировать бабочку на торте, зафиксировать крылья в нужном направлении. Оставляем крылья до полного высыхания. Вот обратите внимание, все замечательно держится. Единственное, что нам нужно еще сделать, это обрезать шпажки. Это нужно для того, чтобы, когда мы будем крепить крылья на торт, чтобы шпажки не мешали друг другу. Крем не липнет к рукам, то есть все полностью хорошо подсохло. Все замечательно. Теперь начинаем декорировать торт. Торт должен быть холодным, из холодильника. Начинаем постепенно создавать нашу цветочную композицию. Я начинаю снизу. Элементы декора крепим просто на кремовое покрытие и слегка прижимаем, больше ничего не нужно. Этот декор очень хорошо держится на креме. По-моему, получилась чудесная композиция в нежных пастельных тонах, и все как-то достаточно гармонично смотрится. Ну и теперь крепим бабочку. Крепим крылья недалеко друг от друга, вот так с легким изгибом. Сверху крепим 2 больших крыла и снизу 2 маленьких. Тельце бабочки я сделала из того же шоколадного теста. Еще немного жемчуга добавим сюда. И тельце тоже окрасим жемчугом. Сначала проходимся влажной кисточкой, а сверху сухим жемчужным контурином. Торт с таким декором спокойно можно ставить в холодильник. Весь декор стабильно себя ведет как в помещении, так и в холодильнике. Это еще одна новинка, которая пополнит коллекцию вариантов изготовления бабочек. Надеюсь, что этот урок был для вас полезным. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Всем говорю пока, до следующего выпуска.